Дорогие вайшнавы, мы рады приветствовать вас на канале Russian Sangha или Министерство Вайшнави. С вами Наталья Федотова. И сегодня я буду приводить лекцию по Шримад Бхагаватам, стих 1, 2, 24, который прочитает его милость Партха прабху. Партха прабху — ученик Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Вместе со своей супругой они входят в команду Грихастха Вижн и дают семинары по отношениям, а также наставнические тренинги по всему миру. Они проводят эксклюзивные добрачные тренинги для пар, обучая их необходимым навыкам и правильному умонастроению для брака. У них 3 детей и 6 внуков, а живут они в прекрасном месте Шаранагади, которое расположено среди гор в Канаде. И прежде чем передать слово Партха прабху, я приглашаю вас подписаться на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления обо всех событиях канала. Также задать вопросы вы можете в живом чате слева от вас в окошке. Он будет активен во время эфира, и также можете задать вопросы в комментариях к видео. Так, я передаю слово Партха прабху. Партха прабху, I give you the floor. Hare Krishna, good evening. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we will read Shrimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Text 24. Так, сегодня мы прочитаем Шримад Бхагаватам, 1 2 главу, 24 стих. Parthivantarano dumas tasmad agnis trayimaya tamasastu rajas tasmat sattvam yad brahmadarshanam. Would you like to read the word-for-word translation and purport, please? Пословный перевод. Партиват — из земли, дарума — дрова, думаха — дым, тасмат — из них, агнихи — огнем, трая — трои — ведические жертвоприношения, маяха — состоят, тамаса — в гоне невежества, ту — но, раджаха — гуна страсти, тасмат — из них, саттвам — гуна благости, яд — который, брахма — абсолютная истина, даршанам — осознание. Перевод. Дрова — это земля в преобразованном виде, но дым лучше сырого дерева, а огонь еще лучше, потому что с его помощью можно обрести блага высшего знания посредством ведических жертвоприношений. Подобно этому страсть, раджас, лучше, чем невежество, тамас, но лучше всего благость, саттва, ибо посредством благости можно познать абсолютную истину. Комментарий Его Божественной Милости Бхактиведанты Свами Прабхупады. Как объяснялось выше, освободиться от обусловленности существования в материальном мире можно с помощью преданного служения личности Бога. В этом же стихе добавляется, чтобы стать достойным преданно служить Господу, необходимо подняться до уровня гуны благости, саттвы. Несмотря на препятствия, встречающиеся на этом пути, каждый может постепенно подняться до уровня саттвы, даже с уровня тамаса, если им руководит опытный духовный учитель. Поэтому тот, кто искренне хочет совершенствоваться, должен обратиться к опытному духовному учителю, а истинный духовный учитель способен вести ученика с любого уровня жизни – тамаса, раджаса или саттвы. Поэтому неверно считать, что поклонение любому качеству или любой форме верховной личности Бога приносит одинаковое благо. Все отдельные формы, за исключением Вишну, проявляются, подчиняясь условиям материальной энергии. И, следовательно, эти формы материальной энергии никому не помогут подняться до уровня саттвы, единственного, позволяющего освободиться из материального рабства. Нецивилизованная жизнь, жизнь низших животных контролируется тамагуной. Цивилизованная жизнь, для которой характерна страсть ко всевозможным материальным благам, находится на уровне раджаса. Раджас дает тонкую
путеводную нить в форме возвышенных сентиментов философии, искусстве и культуре в сочетании с моральными и этическими принципами, которая может привести к осознанию абсолютной истины. Но саттва-гуна – еще более высокая материальная стадия, достигнув которой можно действительно осознать абсолютную истину. Иначе говоря, существует качественная разница между разными методами поклонения, а также между результатами этого поклонения, которыми вознаграждают управляющие божества Брахма, Вишну и Хара. I will read the verse again. Okay. Итак, еще раз перевод. Дрова – это земля в преобразованном виде, но дым лучше сырого дерева. А огонь еще лучше, потому что с его помощью можно обрести блага высшего знания посредством ведических жертвоприношений. Подобно этому страсть, раджас, лучше, чем невежество, тамас, но лучше всего благость, саттва, ибо посредством благости можно познать абсолютную истину. Namo Vishnu Padaya, Krishna Pastaya Vitale, Shrimad Bhaktivadanta Swami Shrilы Prabhupады, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvasesa, Sunyavadi, Pastacha Desatarane, Omaganatam Sajjananjanam Shlakaya, Chakshurum Militam Jina, Tasmai Sri Gurave Namaha, Mukam Karoti Vachalam, Pangam Langayate Yat Kripata Mahambande, Shigurum Dinataranam. So today I'd like to discuss with you the three modes of material nature. Итак, сегодня я хочу обсудить с вами три гуноматериальные природы. And it's a very important topic. Это очень важно. And before I begin, I'll just remind you, if you have any questions during the discourse, you can write them in the chat box. And also, sorry, go ahead. До того, как мы приступим к обсуждению, еще раз напомнить, что вы можете задать все ваши вопросы в окне комментариев живого чата, который расположен слева от экрана трансляции. And I may possibly ask you some questions. I may ask you some questions. I may ask the audience questions and have them write the answer in the chat box. И также я сам тоже, возможно, буду задавать вам вопросы, ответы на которые вы можете писать, опять же, в этом диалоговом окне. Сейчас тогда, секундочку, я открою эту трансляцию, чтобы мне было видно. I will open that live stream so that I can see the questions and answers. Yeah. Yeah, but you can go ahead. Okay. So in this purport, Srila Prabhupada says that it is understood that one has to rise to the mode of goodness to be eligible for devotional service. Итак, в этом стихе Шрила Прабхупада говорит, что необходимо достичь уровня благости для того, чтобы осуществить духовный прогресс. In order to be able to raise to have the in order to be able to render devotional service. Для того, чтобы осуществлять преданное служение. And similarly, yesterday my wife Uttama. Таким же образом, вчера моя супруга Наталья Федотова. She was listening to a Prabhupada lecture. Она слушала лекцию Шрилы Прабхупады. And Prabhupada said, one cannot render devotional service until he's on the platform of goodness. Шрила Прабхупада сказал в этой лекции, что человек не может осуществлять преданное служение до тех пор, пока не поднимется до уровня благости. And that one must be free from passion and ignorance to come to the platform of devotional service. Для того, чтобы достичь платформы преданного служения, необходимо избавиться от раджаса и тамаса, от страсти и невежества. So if we take those statements by themselves, если мы рассмотрим эти высказывания отдельно, I think all of us would consider ourselves ineligible for devotional service. Эти утверждения отдельно, то каждый из нас наверняка подумает, что недостоин выполнять преданное служение, заниматься преданным служением. But Srila Prabhupada, he describes in the purport that even there are impediments.
Но Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху говорит, что даже если есть какие-то we may be somewhat infected still by the modes of nature. Какие-то помехи, например, или препятствия, то есть даже несмотря на то, что, возможно, на нас влияют гуны материальной природы. And Prabhupada says, even if someone is on the platform of ignorance, Шрила Прабхупада добавляет, что даже если человек находится на платформе невежества, the expert spiritual master can gradually rise that person to the mode of goodness. Но духовный учитель, опытный духовный учитель может поднять этого человека до платформы благости. And similarly, in 14th chapter of Bhagavad Gita, таким же образом, на 14 главе Бхагавад-гиты Krishna is describing the modes of material nature. Кришна описывает, опять же, гуны материальной природы. And he tells Arjuna, и он говорит Арджуне, that I'm going to explain to you the supreme wisdom. Я поведаю тебе верховное, высшее верховное знание. And he calls it the best of all knowledge. И он называет его лучшим знанием. So we might think the best of all knowledge is just to hear Krishna's pastimes with the gopis. Конечно, мы можем подумать, что наверняка речь идет об играх Кришны с гопи. But here Krishna is saying that this knowledge of the modes of material nature is the supreme wisdom. Но здесь Кришна говорит, что знание о гунах материальной природы и является этим высшим знанием. And Krishna explains how by understanding the modes of material nature, он объясняет, что понимание гун материальной природы we can come to the Brahman or spiritual platform. Позволяет нам достичь платформы Брахмана. Because we understand that Krishna is his complete Shuddha Sattva, pure goodness. Потому что мы понимаем, что Кришна является полноценным Шудда-саттвой, то есть чистой благостью. And if we want to associate with Krishna, если мы хотим общаться с Кришной, получить общение с ним, we can only be qualified to do that if we also come to the platform of Shuddha Sattva. Мы сможем выполнять это только если мы также поднимемся до платформы Шудда-саттвы. And so by the process of bhakti yoga, we can extricate ourselves from the modes of nature. Поэтому благодаря процессу бхакти-йоги мы можем избавиться, скажем, от... we can extricate ourselves from the modes. We can remove ourselves from the modes. Мы сможем высвободиться из пут гун материальной природы. And it's not necessarily something that's easy. Совершенно не обязательно, что это что-то простое. As Prabhupada said in today's purport, there can be impediments. Как Шрила Прабхупада говорит в комментарии к сегодняшнему стиху, конечно, возможно, будут возникать какие-то помехи, преграды. And so in Bhagavad Gita, Krishna is explaining to Arjuna how these modes of nature, they're competing for supremacy. И поэтому Кришна объясняет Арджуне в Бхагавад-гите, как эти гуны материальной природы соревнуются, чтобы заполучить верховное главенство. That sometimes the mode of ignorance is prominent. Иногда самым очевидным, самым главным становится гуна невежества. And then later the mode of passion comes in and you move from ignorance to passion. Затем появляется гуна страсти, и мы передвигаемся, становимся на платформу гуна страсти. And then the mode of goodness may become prominent. Ну и, конечно, в какой-то момент может стать более ярко выраженной гуна благости, and that defeats ignorance and passion. Которая побеждает и страсть, и невежество.
But then later again, passion becomes prominent. Но потом снова начинает господствовать страсть, And goodness goes into the background. а гуна благости передвигается на задний план. So in this 14th chapter, Prabhupada is explaining how we can extricate ourselves from the modes. Итак, поэтому в этой 14 главе Шрила Прабхупада объясняет, как мы можем высвободиться из гун материальной природы. And he says the prominence of the different modes become manifest in our activities. Он также объясняет, как господство тех или иных гун отражается на нашей деятельности. But he describes how by practice, performing activities in the mode of goodness, но он объясняет, что благодаря практике тех any activities or by practicing spiritual activities, благодаря практике духовной практике в состоянии благости, which are actually activities of Shuddha Sattva, pure goodness, которые на самом деле и являются деятельностью Шудда Саттвы или деятельностью в чистой благости. And by doing that, we come to the mode of goodness. Благодаря такой активности, деятельности мы возвышаемся до платформы благости. And in that state of goodness, pure goodness, or the Vasudeva state, в этом состоянии чистой благости, и которое также называется состоянием Васудева, then we become qualified to actually understand Krishna. Именно в этом состоянии у нас появляется квалификация понять Кришну. So I would just like to examine sometimes our practical experience of the modes of material nature. Я бы хотела рассмотреть, иногда, ну, скажем, у нас есть какой-то практический опыт с гунами материальной природы. So I'm going to ask a question to the audience. Поэтому я хочу сейчас задать вопрос нашим зрителям, нашим слушателям. To think of a time when you're chanting japa and you're very tired. Просто вспомните момент, когда вы повторяете джапу на четках и вы испытываете усталость. You're chanting and you're continually falling asleep. Вы повторяете джапу и постепенно засыпаете. So I just asked the audience to put in the chat box what mode of nature do you think that kind of japa is in? Поэтому, пожалуйста, ответьте сейчас на вопрос. Как вы думаете, в каком состоянии, то есть невежество, благость или страсть вы находитесь при таком прочтении джап? Goodness, passion, or ignorance? Two answers and both are ignorance. Ignorance, yes. Да, верно, все верно, невежество. And if you're chanting and maybe you're awake, but your mind is thinking, I have this to do today, I have that to do today, I have to go here, and you're thinking of so many things. А если вы повторяете джапу на четках, и ваш ум разбегается в разные стороны, то есть вы думаете, мне надо сегодня вот это сделать, вот то сделать, у меня столько дел, то есть думаете очень много мыслей одновременно. Это какое состояние? So what mode of nature would that be in? Какая гуна материальной природы господствует при таком прочтении джапы? You can put that in the chat box. Пожалуйста, ответьте на этот вопрос в чате. Rajas? Yeah, passion. And when you're chanting in a very serene, clean atmosphere, and your mind is very focused on hearing, what mode is that in? Если вы читаете джапу на четках, и при этом ваш ум абсолютно спокоен,
вы не чувствуете никакого беспокойства, то какая гуна преобладает в такой момент? Do we have any feedback on that? I think because the stream is a little bit delayed, so we have to wait. Okay. Yeah. Okay. We have subtle. Sattva, yeah. Yeah. So then I'll just ask everyone to consider, what does it feel like to chant in ignorance? Еще один такой вопрос, я бы хотела задать его всем сейчас. Каково читать джапу в невежестве? What does it feel like to chant in passion? Каково читать джапу в страсти? And what does it feel like to chant in goodness? И каково читать джапу в гуне благости? Что вы испытываете при этом? And which feeling do you prefer to experience? Какие из этих чувств, о которых вы сейчас думаете, вам больше нравится испытывать? We have to wait a little bit because the... Okay, the lag. Someone is responding saying that when I chant in the mode of goodness, I don't know if coming further or not. It's just Okay. when I'm chanting in the mode of goodness, so I don't know. So when you... I got another question. I mean another answer, which is ignorance. It's something like dull, and rajas is more like anxiety. That was more like serenity and like peacefulness. So obviously, what we're looking for is that state of serenity. Да, конечно, то, к чему мы стремимся, это умиротворение, состояние умиротворения. And in our life, in actually all our activities, В нашей жизни, во всей нашей деятельности, we have a choice to act in goodness, passion, or ignorance. у нас всегда есть выбор, в какой из гун материальной природы совершать те или иные поступки, будь то невежество, страсть или благость. We've been doing some sessions for devotees in isolation, some relationship tips. Мы проводили сессии для тех преданных, которые изолированы, то есть, находятся, скажем, на карантине. Это были, скажем так, сессии с советами и подсказками. Because a common phenomena when we're in close association with someone for lengthy periods of time, особенно для тех, точнее не особенно, мы проводили сессии для пар, то есть это по отношениям, да, в семье, потому что когда человек находится с другим человеком в закрытом пространстве на протяжении продолжительного периода времени, we tend to become familiar, развивается фамильярность, and we often complain and criticize. Очень часто возникает критика, мы жалуемся друг на друга. And so we were explaining in these previous seminars that that's in the mode of passion and ignorance. И мы как раз об этом говорили также на предыдущих семинарах и тогда, что это отношения в гуне страсти. And we explained how by... Sorry, excuse me, it's in the passion or ignorance?
in passion and ignorance. Ага, да, и даже не просто в гуне страсти, но даже в гуне страсти и невежества. And so we were describing some simple techniques, skills. Поэтому, да, мы обсуждали простые техники, простые навыки, in which you can express what you need, благодаря которым вы можете выражать то, что вы хотите, то, что вам нужно, in the mode of goodness, в гуне благости, with compassion and respect. выражая также сострадание и уважение. And similarly, how someone, they may be complaining to you, И, возможно, кто-то жалуется вам, например. And if we're in the modes of passion and ignorance, we're going to respond back negatively. Конечно, если мы находимся в состоянии невежества или страсти, то мы можем какой-то негативный дать ответ. And how if we shift our consciousness into goodness, но если мы переведем свое сознание в состояние благости, то we can respond with compassion. Сможем ответить с состраданием. So in this 10th verse of the 14th chapter, поэтому в 10 стихе 14 главы that Srila Prabhupada makes this very important point. Шрила Прабхупада выражает очень важную мысль, that by practice we can develop the mode of goodness. Он говорит, что состояние благости можно развить благодаря практике. And the more we practice, the more we become situated in goodness. Чем больше мы практикуем, тем больше мы устанавливаемся в гуне благости. And so therefore, especially this 14th chapter is very important to understand. Очень важно, чтобы вы понимали 14 главу Бхагавад-гиты. Srila Prabhupada described once that you can become Krishna conscious in one moment. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что вы можете стать осознающим Кришну в момент, в единочасье. And he said, or it may take many, many births. Или же это может занять множество рождений. And he said, it is simply a matter of understanding the facts and accepting. Он сказал, что это всего лишь зависит от того, насколько вы понимаете факты и насколько вы принимаете их. So the fact is, we are eternal spirit souls. Поэтому факт заключается в том, что мы являемся душами вечными. Possessing all the 26 qualities of a devotee. Мы обладаем всеми 26 качествами преданного. But somehow we've come into material existence and become covered. Но каким-то образом, придя в этот материальный мир, мы становимся трусами. And by realizing that if we see the importance of manifesting our Krishna consciousness, и поэтому, если мы понимаем важность проявления сознания Кришны, by practicing the skills and activities in the mode of goodness, благодаря практике навыков и деятельности в состоянии благости, then very quickly we can make spiritual advancement. Мы можем очень быстро прогрессировать духовно. And Prabhupada gave this example of the sparrow who was so determined to dry up the ocean. Шрила Прабхупада приводит пример воробья, которому очень хотелось осушить океан, воробьихи точнее. And he was assisted by Garuda. И ей помог Гаруда. And in the second last verse of this chapter, В последнем стихе в этой главе, точнее, предпоследнем стихе в этой главе, Krishna describes one who engages in full devotional service, Кришна говорит, что тот, кто целиком, never deviates in any circumstance,
тот, кто целиком посвящает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняется от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брамана. He will transcend the modes and come to the spiritual platform. Преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брамана. Он может достичь духовной трансцендентной платформы. So it's very important to see that our Krishna consciousness is something we have to actually practice moment to moment. Поэтому очень важно понимать, что наше сознание Кришны – это то, что нам необходимо практиковать в каждый момент. There are so many different stimulations around us. Вокруг нас окружает множество различных стимулов. And the conditioned tendency is to just respond automatically. Провоцирующих факторов. И, конечно, наша обыкновенная тенденция – это как-то реагировать на них. Like to react. Yeah. Mm-hmm. Correct? Yes, and we tend to react in the modes of passion and ignorance. We can, you mean. We usually do. Да, и обычно, конечно, мы реагируем в состоянии невежества или страсти. But in the human form of life, we have a special ability. Но благодаря тому, что мы находимся в человеческой форме жизни, у нас есть особенная возможность, Which is a higher intelligence. Который является высший разум. Animals, they simply respond to stimulus. Обычно, то есть, если сравнивать с животными обычно просто реагируют на различные внешние факторы, стимулы. In the human form of life, we have a higher intelligence. Но в человеческой форме жизни мы обладаем высшим разумом. And when there is some stimulus, и когда у нас есть какие-то стимулирующие факторы, before we respond, до того, как ответить, there's a small fraction of time. Есть небольшой отрезок времени. And in that fraction of time, actually that is the place where we make our spiritual advancement. И именно в этот небольшой отрезок времени мы прогрессируем духовно. So in that fraction of time, we can actually consciously decide, am I just going to respond impulsively by the lower modes? И вот именно вот в эту секунду мы можем решить, то есть проанализировать и решить, буду ли я сейчас реагировать и отвечать в состоянии благости, or am I going to respond to my higher nature, to the higher modes of nature, to goodness? Точнее, в состоянии невежества или страсти, или же я буду реагировать и отвечать на более высоком уровне, на уровне благости. And that is important to remember, that we have that choice. Очень важно помнить, что у нас всегда есть выбор. And it may not be easy. Возможно, это непросто. Srila Prabhupada said it can be difficult because we've been conditioned materially since time immemorial. Шрила Прабхупада говорит, что, возможно, это непросто, может быть, даже сложно, потому что мы обусловлены испокон веков. But again, as Prabhupada says in the Bhagavad Gita purport, by practice. Но опять же, как Шрила Прабхупада говорит в комментарии к стиху Бхагавад-гите, благодаря практике это возможно. By this undeviated devotional service. Благодаря непреклонному преданному служению это возможно. Then Krishna can actually help us. Благодаря такому служению, благодаря такой деятельности Кришна может помочь нам. I'm just trying to remember, that was how Prabhupada said.
Prabhupada, he describes how by becoming situated in a mode of goodness, Шрила Прабхупада объясняет, как благодаря нахождению в гунах материальной природы, it's like the weight of that mode of goodness, it helps us overcome passion and ignorance. благодаря нахождению в гуне благости, эта гуна благости помогает перевесить и другие две гуны материальной природы, то есть невежество и страх. And as in Bhagavad Gita, Krishna says the modes of material nature are very difficult to overcome. Как говорится в Бхагавад-гите, состояние эти гуны материальной природы, их очень сложно как-то победить. But if one surrenders unto him, he can easily cross beyond the modes. Но если очень сложно преодолеть, скажем, да, но если человек предается, surrender unto Krishna, но если человек предается Кришне, то тогда он помогает ему пересечь этот океан материального существования. So, especially if we can remember that in our interpersonal dealings, Особенно если мы будем помнить об этом в нашем общении с другими людьми, especially with those who are very close to us, особенно с теми, кто близок к нам, to always treat them with respect and kindness and compassion, если мы всегда будем относиться к ним с уважением, добром и состраданием, from the mode of goodness, в состоянии благости, understanding that that's going to be very pleasing to Krishna. Понимая, что это доставляет удовольствие Кришне. And again, sometimes that's very difficult in close relationships. Опять же, это очень сложно, если мы говорим о каких-то близких отношениях. But by seeing that as important service to Krishna, но благодаря тому, что мы воспринимаем это как важное служение Кришне, Krishna can make the seemingly impossible become possible. Кришна может сделать все невозможное возможным. If he sees that we are determined to be compassionate and forgiving and tolerant, если он видит, что мы стремимся стать сострадательными, уважать других и быть терпимыми и терпеливыми, то тогда he can turn that material energy into spiritual energy. Он может превратить материальную энергию в духовную энергию. Prabhupada said, just like the electrician, a little manipulation, he can produce heat or cold. Шрила Прабхупада приводит пример, что точно так же, как электрик может благодаря некоторым манипуляциям превратить или, скажем, перевести энергию либо в жар, либо в холод. So we may be struggling with the modes of nature. Точно так же, возможно, мы и боремся, скажем так, да, какие-то испытываем сложности в отношениях с гунами материальной природы. And if we're very determined to come to our higher spiritual nature through practice, но если мы очень сильно стремимся к тому, чтобы прийти к духовному, к преданному служению, и мы практикуем, so Krishna, he can help. Кришна помогает нам, он может нам помочь. So it's very important that we see that our goal is to become situated in goodness. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что наша цель заключается в том, чтобы находиться в состоянии благости. That manifests in our activities. Которое проявляется в нашей деятельности. And the danger is that we may become conditioned to the lower modes. Конечно, опасность заключается в том, что мы можем стать обусловленными в более низких состояниях материальной природы. And we start to feel that this is normal. И нам кажется, что это состояние нормальное. Like you have example in the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu of Ramachandra Puri.
Но у нас есть пример Рамачандра Пури из жизнеописания Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху из его игр. So Ramachandra Puri's favorite pastime was to find fault in others. Итак, Рамачандра Пури больше всего любил находить находить какие-то ошибки и недостатки в других. And even he would find fault in Chaitanya Mahaprabhu. Он даже ухитрялся находить недостатки в Шри Чайтаньи Махапрабху. And sometimes we all become infected by this tendency to find fault in others. Иногда все мы заражаемся этой тенденцией находить недостатки в других людях. And sometimes you can look in Chaitanya Charitamrita at the picture of Ramachandra Puri. И вы можете посмотреть, иногда заглянуть в читание Чаритамриты, посмотреть на изображение Рамачандра Пури. And you can look at his face. Можете посмотреть на его лицо. And you can just imagine the rasa or taste he is experiencing. И просто представить ту расу, тот вкус, который он испытывает. Ramachandra Puri, he looks like very sour. Его изображение отражает его состояние, оно такое очень кислое мина. So we can reflect in those moments when we're finding fault upon others. Поэтому, конечно, we can reflect on that when we try. We can think of Ramachandra Puri. Всегда вспоминать Рамачандру Пури, когда, скажем, когда начинаем замечать какие-то недостатки в других людях. Do we want to become like him? Вспоминать его и задумываться, хочу ли я стать таким, как он? Will he be our acharya? Будет ли он моим ачарьей? Likely not. Ачарьей. Если что его нет. So Chaitanya Mahaprabhu, he showed us in this pastime of the Gundicha temple. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху показал во время своих игр в храме Гундичи The importance of cleansing our heart важность очищения сердца from the influences of all these lower modes of material nature. От влияния низких состояний материальной природы. And it's very significant they cleaned the temple not only once but twice. Очень важно помнить, что они очищали храм не только единожды, но дважды. And the second time they cleaned, there were just little small pieces of dust and straw they were cleaning. И второй раз, когда они очищали храм, в нем были только совершенно такие микрочастицы пыли. So we take the Krishna consciousness and we may give up the big anarthas. Поэтому, когда мы становимся на путь осознания Кришны, возможно, мы оставляем позади какие-то большие анархи. Illicit sex, intoxication, gambling, meat eating. Например, незаконные сексуальные отношения, азартные игры, интоксикация и мясоедение. But still within our heart there can be small anarthas, small influences of the modes of nature. Могут оставаться какие-то небольшие анархи. The subtle tendency to fault find. Например, вот эта тонкая тенденция, склонность к нахождению недостатков в других людях. The tendency to be frustrated instead of being compassionate. Тенденция the tendency in the fault. And it's the tendency to be frustrated or angry instead of being compassionate. Или, например, тенденция испытывать фрустрацию, например, какую-то подавленность, вместо того, чтобы испытывать сострадание. Or to complain rather than compassionately request. И, например, жаловаться вместо того, чтобы смиренно просить, сострадательно просить. So we can remove those small pieces of dust from our heart. Поэтому мы можем также
устранить эти маленькие частицы пыли из сердец by understanding the nature and activities in the mode of goodness, благодаря пониманию природы и действий в гунах материальной природы, and practice manifesting those qualities and activities in goodness in our daily life. И также практики претворения в жизнь деятельности в гуне благости. Because our spiritual advancement is going to be manifest in our behavior. Потому что our spiritual advancement. Okay. Потому что наше духовный прогресс, можно так сказать, будет отражаться в наших поступках, в нашей деятельности. Srila Prabhupada, he once said, don't think your life is successful simply because you have a Brahman thread. Шрила Прабхупада однажды сказал, не думайте, что вы достигли успеха, ваша жизнь успешна просто потому, что вы надели браманский шнур. You take second initiation and you get one thread. Потому что после получения второй инициации вы получаете браманский шнур. Prabhupada said that's worth 2 paisa. Шрила Прабхупада сказал, этот шнур стоит 2 пайсы. And he said now having this Brahminical initiation means now you have to practice activities in a mode of goodness. Он объяснял, что получение браманической инициации означает не просто браманический шнур, а то, что теперь вы должны действовать в благости. So again, it's an extremely important topic, the modes of material nature. Поэтому еще раз хочу повторить, что тема гун материальной природы, состояние материальной природы – это очень важная тема. Something not to be neglected. Что-то, чем нельзя пренебрегать. And something, if we practice diligently, can help us make great spiritual advancement. И что-то такое, в общем, если мы будем практиковать должным образом, то сможем по-настоящему прогрессировать и расти духовно. So I'm going to stop there and take questions if there's any questions. Поэтому сейчас я на этом заканчиваю сегодняшнюю лекцию и готов ответить на ваши вопросы. I have a question here is, how can I understand I don't really understand the question, but I'll try to rephrase it. Я не очень, честно говоря, понимаю вопрос. Я его сейчас прочитаю. Как понять, могу ли я помочь подняться кому-то, или этот человек стянет в низшие гуны? How can I understand if I can help someone raise up to the probably platform of goodness, or if that person will be drawn down to the lower gunas? We can always try our best to our ability. Мы всегда можем стараться, исходя из собственных возможностей, как можно лучше. And that has to be done with compassion and respect. Конечно, необходимо совершать поступки с состраданием и уважением. You can't force someone to change. Никого нельзя заставить измениться. Because sometimes if you push, потому что иногда, если вы подталкиваете человека к чему-то, the other person will, you say, dig in their heels. То тогда другой человек, как говорят в английском языке, закопается. But if the person we're trying to change feels that we sincerely care about them and their welfare, Sorry, it was breaking through. Can you come again?
if the person we are trying to change, но если человек, которого мы пытаемся изменить, if they perceive that we genuinely care about them, если они понимают, что мы по-настоящему заботимся о них, если он понимает, что мы по-настоящему заботимся об этом человеке, and we treat them with compassion and respect, если мы относимся к нему с состраданием и уважением, then they are very likely to change. то тогда, скорее всего, этот человек сможет измениться. Like we have one example when Shyama Prabhu was carving the first Jagannath deities. У нас есть такой пример, когда Шьяма Сундар Прабху вырезал первые божества Джаганната. He was still smoking cigarettes. Он курил сигареты до сих пор. And he was carving the deities И он in a вырезал room. And he told us that he had left a cigarette on top of one of the deities. И рассказал нам потом, что он забыл сигарету поверх одного из божеств Джаганната. And Prabhupada walked in the room and saw this. И Шрила Прабхупада зашел в комнату и увидел это. And he said, "Oh, Srila Prabhupada, I'm sorry, I have not given up this smoking." Он увидел Шрилу Прабхупаду и сказал: извините, пожалуйста, я еще не бросил курить. And Srila Prabhupada said, "That is okay." Шрила Прабхупада сказал: ничего страшного. He said, "Just smoke one less cigarette every day." Просто выкуривай одну последнюю сигарету каждый день. So Prabhupada, he didn't become frustrated, angry. Поэтому Шрила Прабхупада не разозлился, не расстроился. He just encouraged the devotee to make advancement. He encouraged with love. Просто вдохновил преданного прогрессировать, расти. So we have to be very careful in how we try to change. Поддержал его. Поэтому нам необходимо быть очень осторожными в том, как именно мы пытаемся изменить людей. Sometimes Prabhupada, he would be like a thunderbolt. Иногда, конечно, Шрила Прабхупада тоже вел себя как настоящая шаровая молния. But Srila Prabhupada, he was very expert at time and circumstance, knowing what was needed to change the person's heart. Но Шрила Прабхупада был настоящим экспертом в области времени, места и обстоятельств, о том, как следует действовать, чтобы что-то поменялось. Because if we try to become like the thunderbolt, потому что если мы сами попытаемся стать как молния, and it comes from our frustration at the person, но если это состояние and not out of loving concern, если это состояние вот этой громовой стрелы, скажем, этой молнии, исходит из нашего собственного состояния фрустрации, например, или гнева, то это не сработает. We may actually damage the relationship we have with that person. Таким образом, мы скорее разрушим отношения с человеком, которого пытаемся изменить. So Srila Prabhupada, he was very expert whether to be like a thunderbolt or a rose. Но Шрила Прабхупада был настоящим экспертом в том, когда быть грозовой молнией, а когда быть розочкой. But for us, it's a little better to come from the platform of a rose. Но для нас лучше действовать с платформы розочки. Any other questions? Есть ли еще какие-то вопросы? There is a comment of gratitude. Thank you so much for this lecture full of nectar and Prabhupada Partha. And there is another comment. Thank you for this interesting topic. No more questions. Okay. So maybe we can end there. Так, в таком случае мы завершаем эту лекцию. Большое спасибо. Кришна.